Добрый день, друзья! Вы на канале Кубачинское серебро. У нас сегодня в наш магазин прибыла новая красота. Произведение искусства. Вот в таком чемодане, красивом, деревянном, с ручкой, с замочками. Довольно тяжелое изделие с учетом чемодана. Килограммов, наверное, 6-7 будет. Давайте же посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь роскошь, неподвластная времени. Это серебряный чайный сервиз. Полностью весь сервиз сделан из серебра вручную. Акцентирую ваше внимание именно на этом факте. Весь процесс полностью сделан вручную. Сервиз называется серия «Затмение». У нас уже такого типа сервиз был. Мы его делали на него обзор. Сегодня другая совершенно версия. Кубачинские мастера постоянно меняют изделия, меняют работу, меняют рисунки, формы. Они постоянно в поиске каких-то новых решений. Люди творческие, художники, мастера, потомственные, поэтому на одном чем-то не зацикливаются и постоянно совершенствуются. Давайте подробненько сейчас мы полностью все предметы с вами изучим. Общий вес скажу: 3 килограмма 350 грамм. Общий вес больше почти 3,5 килограмма серебра. И начнем, наверное, давайте так. Сколько здесь у нас предметов? У нас получается 16 предметов в общем в этом сервизе. 6 чашек с блюдцами, чайник заварочный, сахарница, креманка, вареница, мороженица. Я не знаю, как угодно ее можно использовать. И поднос. Итого получается у нас 16 предметов. Давайте начнем с чашек. Чашки объемом приблизительно 180 миллилитров. Чашки для чая классические. Очень интересная работа. Вот здесь на коробке инициалы мастера на серебряной тоже пластинке. Они у него вырезаны мастером самим. Вручную полностью вот вырезаны его инициалы. И это известный мастер у нас. Много его работ мы показывали. Поэтому вот это его такая как метка на всех его таких деревянных коробках идет такая серебряная пластина с инициалами. Значит, кружка. Посмотрите, какая работа. Гравировка, чернение. Очень интересная работа. И плюс вся эта гравировка и чеканка, она переходит внутрь. Создает внутри узор. То есть рассчитывается это все мастером. Нужное давление для вырисовывания узора внутри. Это, конечно, очень красиво получается. Снаружи все это вдавлено, а изнутри это все. И вот идет ручка узорная, интересная. Нижняя часть гладкая, изнутри гладкая, за исключением вот этих вот рисунков. Красивая чашка. И вот так вот она у нас ставится на блюдце. Посмотрим блюдце, давайте. Центральная часть у него зашлифована, а по кругу идет такой же узор, и который виден на обратной стороне. Вот такая работа. Все это 875 проба серебра. Таких тоже 6 блюдечек и 6 чашек. Ну, вареница, наверное, скорее всего. Сахарница. Сахарница, вот это, наверное, вареница. Тоже очень
Красивая форма у нее, ножка вся объемно смотрится. Изнутри она гладкая. Здесь вот, кстати, сверху тоже идут проба именик. Вот сверху, видите. И у нее также внутрь вырисовываются узоры, отчеканенные мастером снаружи. То есть это такая не частая работа, а довольно редкая, чтобы так вот красиво сделать. Это уже сахарница. Вот ее форма с ручками. Они здесь все предметы крепятся на резинках, чтобы не болтаться внутри. Крышка гладкая, обычная. Давайте посмотрим внутри сахарницы. У нас тоже, видите, узоры. Красиво сделано все. Ручки как на чашках. Все это вырезал мастер, плюс чернение здесь положил. Чернение — это горячая эмаль. Это порошок. Мастер вырезает, засыпает в нужные борозды, нагревает до 800 градусов. Порошок растекается и заполняет нужные мастеру борозды. Получается на контрасте вот такой рисунок. Это у нас сахарница. Теперь перейдем к чайнику. Вот чайник, заварочный, классический чайник. И что у него в особенности, так это деревянная ручка. Деревянная ручка, чтобы, когда вы его снимали с плиты, с газовой, или же, например, вот у нас серебряные самовары тоже были в магазине, мы делали обзоры. Там было на самоваре специальное место для чайника. Сверху ставишь, и он подогревается. Поэтому, если вы действительно в нем завариваете чай, то за эту деревянную ручку удобно будет его держать, дабы не обжечься. У него идет крышка. Ну и внутри такой же красивый чеканенный рисунок. Там вон дырочки для того, чтобы проходила заваренная вода, заварка. Это вот его работа. Ручку вот так вот мастер зафиксировал. Интересное решение. Так как ее не припаяешь, она просто на таких вот скобах закреплена и покрыта сама лаком. Даже носик у чайника в гравировке. Уникальная, конечно, работа. Это сколько же времени потребовалось мастеру, представьте, чтобы это все сделать. Мало того, он это все еще и формы, все эти расплавка, вальцовка, это же все. А в конце еще и украшивать все это гравировкой, чернением. Это, конечно, огромный труд. Но поднос, я хочу вам его снять и показать. Давайте попробую одной рукой. Правда, не очень удобно. Здесь он зафиксирован. Так, лишь бы не упал. Тяжелый. Я скажу вам его размеры. Его длина 48 сантиметров, а ширина 32. То есть, представляете, да, почти полметра у него длина, у этого подноса. И вся эта красота, кстати, на нем помещается. Давайте-ка его достанем. Опа. Так вот.
поближе. Как ковер весь вырезан. На ручках у него идет мелкая такая лазерная гравировка, алмазная. Очень мелкая такая. И за счет этого они такие немножко шершавые. И удобно держать. Форма у него вроде бы прямоугольная, но края сглаженные. Вот такая у него форма. Ну и посмотрим на обратную сторону, давайте. И здесь также чеканка вся выходит по рисунку. Очень красиво смотрится. Все блестит, горит. Просто неописуемая красота. Здесь вот у него, кстати, пробы стоят. Вот они, два клейма на подносе. На кружках на всех стоят вот здесь, в районе ручки. Вот. На всех кружках. Ну, поднос это, конечно, без подноса это все бы не смотрелось так. На подносе, конечно, все смотрится красиво. Вот такая вот красота сегодня у нас. Закреплять одной рукой неудобно, поэтому пока вот так поставлю его, надеюсь, не упадет. Вот такая красота. Приобретайте домой, как фамильное серебро, семейное. Ценность будет, передается по наследству детям, внукам. Будут пить чай и вспоминать своих предков. Приобщайте к красоте с детства. Ну, что сказать, на этом обзор мы будем завершать. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Очень много эксклюзивных, авторских, уникальных вещей вы не пропустите. Жмите на колокольчик, пишите комментарии. Мы всегда отвечаем на все комментарии. Ну, цену, многие спрашивают, говорите цену. Цена со временем, этот ролик будут смотреть через год-два. Цена, конечно, будет у него совсем другая. Поэтому, ну, на данный момент такой сервиз у нас стоит в районе 600 тысяч. Вот, чтобы вы понимали приблизительные масштабы. Здесь 3 килограмма, 352 грамма. И эта красота вся ручной работы вместе с вот этой красивой подарочной коробкой деревянной. Все это стоит 600 тысяч. 599 900 рублей. На данный момент смотрите дату записи видео. Она внизу под видео. Ну все, прощаемся. До скорых встреч.